Всем привет, друзья! Вы на канале Моторный Лайф. Сегодня мы увидим с вами самое большое горное озеро Украины – Синевир. Оно окружено легендами и загадками. Озеро Синевир без преувеличения – легенда Карпат. Вообще на территории Закарпатья находится множество озер, но такой славы, которая имеет Синевирская, не имеет ни одной из них. Озеро находится в Межгорском районе Закарпатской области, в одноименном национальном природном парке Синевир. Образовалось озеро еще около 10 тысяч лет назад при перекрытии речной долины сдвигами в результате землетрясения. Высота Синевира над уровнем моря составляет 989 метров. Средняя глубина Синевира 8-10 метров, но самое глубокое место достигает 22-24 метра. Это больше, чем глубина Азовского моря. Синевир находится высоко в горах, и его воды настолько глубоки, что озеро не прогревается даже летом. В самые жаркие дни теплыми будут лишь 1-2 метра воды. Но стоит окунуться глубже, и вас обожжет ледяным холодом. Существует легенда, согласно которой название озера происходит от имени графской дочери Синь и бедного пастуха Вира. Это история любви, которая закончилась трагически. По приказу отца Синь Вир был убит каменной глыбой. А вот от потока слез девушки и появилось Синевирское озеро. Несколько сотен лет назад жил в горных местах богатый князь, на которого работали все местные жители. Жена князя умерла рано, оставив единственную дочь. Ее глаза были такими синими, что имя девочки дали Синь. Росла княжна настоящей красавицей, и князь ей очень гордился. Однажды решил он поехать в лес посмотреть, как работают подданные, и взял с собой в дорогу Синь. Пока князь разговаривал с лесорубами, княжна решила прогуляться и, собирая цветы, забрела на лесную поляну. Она уловила звуки красивой мелодии. Ее наигрывал молодой чабан Вир. Подойдя ближе, Синь была очарована его нежной игрой, а Вир ее красотой и синими глазами. С тех пор молодые люди стали неразлучны и не могли представить дальнейшую жизнь друг без друга. Это стало известно строгому князю. Невероятно возмутившись неравным выбором своей дочери, он приказал убить Вира. Верные слуги дождались, когда парень остался один, и сбросили на голову огромный камень. Узнав об этом, Синь прибежала на место гибели любимого и долго безутешно плакала. От ее слез образовалось большое озеро, вода в котором дала синий оттенок, похожий на цвет глаз бедной княжны. По центру озера возвышается небольшой островок, будто верхушка камня, который упал на Вира. Еще этот маленький островок называют морским глазом, потому что он похож на зрачок. Воды Синевира настолько чисты и прозрачны, что в них хорошо себя чувствует форель, рыба, которая может жить только в чистой воде. Озеро Синевир стало настоящей жемчужиной этих мест и до наших дней служит напоминанием о глубокой и чистой, словно его воды, любви. В память о влюбленных Синь и Вире на берегу озера возвышаются их скульптуры, сделанные мастером из красного дерева. Высота монумента составляет 13 метров. По традиции к ним часто приходят молодые попросить о долгой взаимной любви.
Озеро окружено старыми карпатскими елями-смереками. Здесь очень легко дышать благодаря аромату хвои, который насыщает воздух. Хотя в окрестностях всегда многолюдно, здесь вполне реально встретить и диких зверей. На берегу Синевира находится турбаза, в которой можно переночевать. Недалеко от Синевира на Черной речке находится единственный в Европе музей леса и сплава. Побывав здесь, вы непременно почувствуете его особую ауру, восхититесь синевой воды и погрузитесь в необычную атмосферу.